Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 августа. Чего ждать? Что прояснится? Давайте узнаем посредством карт. Я же вас хочу пригласить на свой сайт, оставлю ссылку в описании под видео. Астрологический именно гороскоп на моем сайте прочитайте. Я думаю, подсказок будет больше. И мы с вами смотрим на период с 10 по 20. А до 10, как известно, у нас ретро-меркурий и паузы, задержки, сбои в электронных системах, в том числе в электронных системах взаиморасчета, сбои на транспорте, может быть невозможность получить, оформить какую-то нужную бумагу, важный документ, или сбои договоренности, или банально, телефон молчит, ничего не происходит. Может быть такое до 10 числа, но уже к середине месяца жизнь набирает темп, а к концу и вовсе может ускориться. Вот давайте мы узнаем, так что ж прояснится? Возможно, после вот этой путаницы или какого-то, как паузы, может быть, или каких-то задержек. Что прояснится? Что уйдет в конечном итоге? Может быть, и сами от чего-то откажетесь, или наоборот, сумеете таки за вторую декаду для себя с чем-то определиться. И что приходит взамен? И дальше мы не задаем вопросы, просто достанем 3 карты, 3 знака судьбы, как потоковая информация, чтобы понимать, с чем это может быть связано, что вам сейчас важно знать или нужно услышать. Итак, первый знак судьбы, второй знак судьбы и третья карта как знак судьбы, на что высшие силы пытаются обратить наше внимание. И карта совет. Так что ж там у вас прояснится, мои дорогие? Ну точно, какой-то лабиринт, какая-то путаница у вас закончится. Отчасти это ваш интеллект, мои дорогие девы. И правда, Меркурий в Деве, в вашем знаке, это где-то квинтэссенция интеллекта. Проясняется, может быть, именно благодаря тому, что вы как-то правильно будете брать ориентиры, анализируя и прежний какой-то запутанный путь, когда вы попадали то и дело, ища двери, вот в этот лабиринт или в какую-то стену упирались. И вам прежде могло казаться, ну что это такое, когда это закончится? Но, может быть, это было необходимо для того, чтобы вы набрали определенный опыт, или, может быть, как, знаете, по воле высших сил. Вас судьба вот так шаг за шагом вела таки вот к этому выходу из лабиринта. Значит, какой-то путь по тузу мечей нам совершенно был необходим. Мы теперь точно умеем отделить зерна от плевел, или теперь мы в каком-то вопросе будем осторожнее, потому что вот эти жизненные лабиринты, они не бывают просто так. Этому явно иногда предшествовали какие-то ошибки наши, может быть, и очень далеко, так вот назад, если мы оглянемся. И явно вот каким-то определенным действовать образом нам уже не полезно. Об этом именно говорит карта. Потому что и туз мечей, ведь это тоже где-то предполагается, что мы как отрезаем что-то. Или мы уже от какой-то, ну, может быть, от шаблона, или от нашей тактики, может быть, и стратегии тоже можем отказаться, или мы ее пересмотрим. Выход из лабиринта, он есть один. И тут все сразу с собой не возьмешь, будем откровенны. Это что-то однозначное. Может быть и выбор такого направления, но из какой-то путаницы, мои дорогие, факт, вы выходите. Давайте вторую карту откроем, и что уйдет. Ну вот двойственность какая-то уходит. По двойке жезлов у нас, знаете, как вот, ну, отчасти как в этой карте изображено. Девушка бездействует. Вот, может быть, и пауза какая-то, она тоже уходит. Или, мои дорогие девы, это вам словно приходилось ходить от одного жезла к другому. Вы строили планы на будущее, но действовать пока не могли. Вот пауза, она сама по себе уходит. Я хочу сразу открыть третью карту. А что ж придет? Ух ты! Тут все серьезно. Будьте внимательны. Тут будет важно не замечтаться. 15-й старший аркан. Ну, у кого-то может проиграться даже банально. Вопросы страсти в личной жизни. Причем такой одержимой страсти. И я должна сказать, что именно на этот период Солнце во Льве. Вопросы любви. Причем любви страстной. Это не платоническая любовь.
Это не охи и не вздохи, это любовь чувственная, горячая. И где-то вот эти энергии вами буквально могут руководить. Причем эмоциями это может сопровождаться такими самыми разными, как по 15-му аркану конкретно. Это может быть и отчаяние, разочарование, это может быть восторг и восхищение. И причем вот перемены нашего настроения, они могут так полярно колебаться тоже. Это отчасти и сложновато, потому что себя сконцентрировать на чем-то сложно, это правда. И вами как минимум до 20-го это точно будет, вы можете чувствовать эти энергии. Или что-то подобное по финансам, мои дорогие. Конечно, по 15-му аркану нам сразу дают совет: не делай ничего чересчур. Не попадись как на удочку. А здесь могут быть и ловкие манипуляторы. 15-й аркан это старший аркан. Тут и обстоятельства для кого-то из вас могут складываться таким образом, что тут вроде бы что-то манит возможностями. Но если нас могут уговаривать на что-то, или мы сами кого-то можем уговаривать, но все равно есть ошибочность. Почему? А потому что сила или желание обладать либо чем-то, либо кем-то. Ну вот я тут вижу, что не случайно туз мечей, и нам говорили о том, что прежний опыт, когда мы блуждали в каком-то лабиринте, я так вижу, не должен быть повторен. Давайте мы немножко проясним, это вообще с чем связано. К примеру, вот этот лабиринт или туз мечей. Но нам теперь как будто в новом направлении. По пажу пентаклей это может быть какое-то известие, сведение или контакты с человеком, который моложе вас, или известие от детей. Но по этой карте мы что-то чаще изучаем. Все-таки паж пентаклей это ученик, причем прилежный ученик. Но где-то мы можем и соединить даже эти две карты, потому что, да, когда мы выходим из лабиринта, нам нужно действовать как-то по-новому. Но вот новые действия от вас как будто ожидаются. Должна проясниться какая-то путаница, и, может быть, ваши методы вы будете пересматривать. Может быть, те вопросы, которые касаются финансов. Может быть, у вас перемены на работе. Кто ходит, например, на службу, там что-то меняется с руководством, или как какой-то новый график, или новое руководство. Одним словом, тут могут быть изменены какие-то правила, регулировки или график вашей работы, может быть, даже и место, и нам приходится адаптироваться, словно с единицы какой-то, да, как, ну, не совсем с нуля, мы уже что-то знаем, мы обладаем ресурсами, да, но это в каком-то новом ключе. Но для вас-то это как раз со знаком плюс. Давайте, что уйдет? Это что же там уходит? Нам снова говорят о перезагрузке, потому что тройка пентаклей, отчасти это где-то обучение, у кого-то будет сдача экзамена или жизненный экзамен. И вот уже нам трое показаны. Вот-вот они последние стежки сделают, и откроется зеленый свет, как прямая дорога, прямая улица. Заканчивается период ожидания, тут правда. Или путаницы какой-то. Но вот мне теперь интересно, давайте я достану. Так а что же такое придет? Может быть, и страстная любовь. А вы знаете, желание обладать. Двойственная карта. Причем она не о выборе. Может быть, вы и стоите перед выбором, а вам этот выбор сделать очень сложно. Может быть, у вас, мои дорогие девы, несколько выборов. Я имею в виду вопросы денег. Или, например, даже по работе, предположим, вы работу любите, вам нравится эта должность, но в чем-то это провисает, к примеру, в финансах, или вас не устраивает график работы. И получается, что себя либо уговорить нужно на что-то, либо искать что-то как альтернативный вариант, новую работу, новую сферу деятельности. А хочется и то, и другое. Хочется именно объединить. Все-таки это именно желание, карта дьявол. Или когда, знаете, сила наших предубеждений, что вот именно должно быть так. Давайте посмотрим, а что же еще такое придет? Ну да, старший аркан нам говорит, что выбор делать придется, а выбор этот сделать сложно. И у кого-то это вопросы личной жизни, а у кого-то вопросы денег, работы, занятости. Два старших аркана. И я говорила, солнце во льве, страсть.
И если что-то подобное у кого-то откликается, поверьте, мои дорогие девы, выбор тут, как бы, знаете, нужно и с одной стороны душой делать, ведь нам карта говорит, сепарация – это только иллюзия. Тут мы скорее будем что-то сохранять, но душой или сердцем, сердце вам будет подсказывать, куда идти или с кем быть. Может быть, и очень сложный вопрос, но тогда, если вы делаете этот выбор в отношении кого-либо или чего-либо, все-таки двойка пентаклей, она тогда вам будет давать подсказку, что тебе, дева, придется договариваться со второй стороной, чтобы не создать там конфронтацию. Тебе придется, ну, где-то зрить в корень и очень аккуратные какие-то действия, решения провести. Может быть, и согласование для того, чтобы не обострить себе либо какую-то обстановку, либо не осложнить жизнь. Все-таки договариваться и взаимодействовать придется. Две дуальные карты, мои дорогие, а впереди страстное желание. Будьте внимательны, тут есть и такой момент, что и вы можете где-то попасться на удочку. Почему? Потому что по аркану дьявол это может быть знакомство с тем человеком, который, если это человек особенно новый, мои дорогие, будьте внимательны. С учетом вот этого триплета, я должна это предупредить, и для кого-то это актуально, если вы человека знаете недостаточно хорошо, а он как-то очень семимильными шагами, очень быстро пытается развить ваши отношения, там, признание в любви или все то, что нам приятно слушать. Нам приятно где-то расслабляться даже в неге наших предощущений какого-то последующего волшебного периода. И вот здесь будет очень важно не замылить самому себе глаза, а быть реалистом. Ну, разные ситуации бывают. Иногда люди попадаются, которых мы называем и мошенники, почему нет? Или те люди, которые выдают, понимая, что они воздействуют на эмоции, но и нам может уже казаться, что это какой-то такой долгосрочный союз, а это не что иное, как игра. Будьте реалистами. Иначе, чтобы какая-то даже, я бы сказала так, игра, пусть это ваша или чья-то еще, не перешла в опасность. Знак судьбы. Вы знаете, у вас, тем не менее, вы ресурсны. Кстати, вы ресурсны, и поэтому вы можете быть для кого-то особо привлекательны. Потому что вы люди сильные, стабильные. Ну, где-то и финансовый эквивалент, не без этого. Но еще и ваша сила, ваша надежность. И кто-то именно, мои дорогие, не столько в вас, сколько в вашей надежности заинтересован. Будьте внимательны, но должна это предупредить. Хотя для тех, кто в паре, волшебный период. Для тех, кто человек семейный, здесь можно и помириться, и договориться. Здесь как будто вы будете смотреть в одном направлении, по крайней мере, есть такая возможность. Или подувядшие отношения по 15-му аркану – это приход страсти. Вы видите друг друга как будто с другой стороны, или как когда-то, может быть, очень давно, когда еще были бабочки в животе, когда вы только познакомились. И, кстати, Солнце во Льве в этом плане тоже способствует. Но мы все разные, поэтому я пытаюсь разные ситуации для вас проговорить. И у вас карта «Праздник после победы», я так и называю. Четверка жезлов – это еще и карта дома, место проживания, место пребывания. Или на сегодняшний день, и вы будете что-то обустраивать, но все-таки есть праздник. Или вы, мои дорогие девы, будете продумывать какую-то концепцию на период последующий. И тогда очень рационально получается что-то у вас сделать. Или, может быть, шаг за шагом какие-то важные бумаги уже с 10 по 20 оформить, и вы остаетесь довольны. Одним словом, четверка жезлов – это и конкретно наш дом, это иногда все же жезлы, вопросы работы, откуда к нам приходят деньги. Но и на этот период деньги есть, они деньги будут. Но с учетом всего остального нам-то как будто не расслабляться нужно. Тут надо где-то просчитать чужую игру, если, или, по крайней мере, допускать, что такое возможно. Короче говоря, зрить в оба, мои дорогие. Но праздник после победы у вас явно будет. Второй знак судьбы. По семерке жезлов это вас пытаются достать. Да, тут действительно, если у нас один 15-й старший аркан, а тут аж 7 жезлов, а это где-то
очень совпадают, когда люди, видя вашу силу или понимание у них есть, что поручи вам дело и спи спокойно. Сейчас дева все организует, сделает, и можно даже не перепроверять, потому что будет все сделано так вот филигранно красиво. И все же вам карта конкретно говорит по семерке жезлов: отойди от этой суеты. Эта суета тебе создается искусственно, потому что тебя, дева, хотят приобщить к какому-то делу. И в этом деле может быть много заинтересованных. Все-таки 7 жезлов. Девушка наша сохраняет свой дзен. Вот в этой колоде семерка жезлов, она сразу передает, что же вот именно подразумевает семерка жезлов и как нам действовать. Не откликаться. Как будто это не ваш интерес. Вы сами сейчас это как знак судьбы. Задача номер раз. Или должны быть в центре собственного внимания. Или пропускать, может быть, некоторые вопросы, темы, задавая себе один вопрос. Мне это будет полезно? Это будет для меня каким-то прогрессом или нет? Так вот, если нет, тут честным надо быть самим собой. Сразу, надо как-то красиво выйти из этого дела, потому что есть такое еще значение. Красиво выйти имеется в виду как запасной аэродром. Я часто об этом говорю по семерке жезлов. У нас ведь должен быть маневр. И если мы кому-то что-то не пообещали или не включились в какие-то дела, какую-то многозадачность, то этот маневр нам совершить гораздо проще. И вам придется что-то переигрывать, переделывать, как будто отступать в тень. Или словно надевать на себя маску-невидимку. Я такое допускаю. И это может тоже касаться вопросов денег, работы или какой-то многозадачности. Третий знак судьбы. Вы и ваше благополучие, мои дорогие девы. Волшебные карты. И пусть вверху 15-й старший аркан. Тут действительно то, что я говорила. В паре страстная любовь. Почему нет? Пусть так у большинства и проиграется. И тема финансов. По крайней мере, с 10 по 20 это как и возможности по документам. Все-таки четверка жезлов праздник, да, она предполагает либо оформление, либо согласование, или какие-то контакты с другими людьми, или решение финансового вопроса, иногда даже вплоть до банков, такое тоже бывает. Десятка пентаклей нам тоже это подтверждает. Всячески благополучная карта, причем в таком комплексе, когда и есть домочадцы, или есть наши близкие, или есть те, кто нам дорог, и кому дороги вы, мои дорогие девы. Но есть еще и финансовая стабильность, или вопросы жилья. Тут что-то у вас решается очень хорошо. И вот этому именно нужно и уделить внимание. Вот такой волшебный период. И тем не менее, от вашего важного решения ведь что-то зависит. Тут ведь не происходит что-то само. Давайте будем реалистами. Первые две карты, они нам не свидетельствовали вот о том, что теперь мы видим, да, по всем картам. Тут наоборот, холодность суждений, выход из лабиринта. Это ведь меч, я говорю. И это может быть как принятие решения. И в две стороны мы не пойдем, это значит, от одной мы вынуждены отказываться, а вторую еще и изучать. Вот переложите на свою жизнь. Вот смотрите, рыцарь Пентакли – это тот, кто едет медленно. И тут по-разному. Вот такой совет. С учетом всех карт, которые мы с вами достали, давайте начнем с того, что, от нулевого какого-то состояния, к примеру, деньги даже, да, финансы, выход из лабиринта у кого-то может быть связано с тем, что вы ищете сумму денег. Когда выпадает рыцарь Пентаклей, по крайней мере в моих раскладах, мои дорогие девы, в вашем окружении есть человек, который вас может выручить. Причем вы можете на эту персону даже не думать. Да, вам никто не придет сам на помощь. Вам нужно это правильно подать. Вам нужно это проговорить. И, может быть, прежде чем вы дойдете до этого человека, вам придется вот таких просьб сделать несколько другим людям, на которых вы более могли бы рассчитывать. Но карта однозначно говорит, у тебя сейчас, дева, есть возможность либо получить какую-то сумму денег и решить финансовый вопрос, закрыть какую-то финансовую брешь, и все остальные карты это подтверждают. И это как карта совет. Но действия должны предпринимать мы, причем постоянно анализировать. Вот этот выход из тупика, он будет или из лабиринта у вас найден однозначно. Может быть,
по этой карте еще нам говорят иногда и о дистанции. Лет на 10-20 о марафонском забеге. И поэтому по работе что-то подобное тут тоже может проиграться, когда вы делаете выбор. И очень такой жизненно важный выбор. Может быть, поэтому нам семерка жезлов и говорит: ты тут будешь примерять на себя что-то. Ну, словно примерять, продумывать. Поэтому и не давай пока таких далеких обещаний в некоторых вопросах, если ты чувствуешь, что этот выбор не просто первое или второе, а когда 7 этих жезлов, может быть, по работе или какая-то вариабельность в ваших действиях. Поэтому тут вот с выбором нужно быть тоже очень аккуратно. Но еще и по этой карте нам говорят о стабильности, о прогрессе, о финансовом прогрессе, мои дорогие, об этом марафонском забеге, что если мы все сделаем правильно, то какая-то геометрическая даже прогрессия может быть. А для кого-то из вас это будет означать, как карта-совет, встреча с нужным человеком или какие-то контакты, может быть и судьбоносная встреча. Но тут все идет своим чередом, тут нет никакого ускорения. Поэтому есть и те области, когда вы определились и дальше настроитесь вот на какой-то жизненный марафон. Но хочется напомнить, жизнь не спринт. Кто придет прежде, раньше, первым, а это и есть марафон, марафонский забег. И у вас есть все шансы выйти победителем. Нам, собственно, об этом и говорят. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.